Свобода. Когда вы в последний раз чувствовали себя свободным? Искренне, не озираясь назад и не глядя вперед. Когда испытывали облегчение от мысли, что вы свободны? Возможно, засыпая у себя в кровати с любимым человеком, а возможно, сидя за рулем машины или мотоцикла и просто глядя на дорогу перед собой. Может, в самолете, улетая из своего дома в чужую страну, оставив все, что у вас есть, без плана и понимания, что будет дальше. У каждого эти моменты разные. Но единственное, что нас объединяет, это скоротечное чувство, когда вы понимаете, что можете все. Ведь вы свободны. Это же испытывали миллионы людей, прибывающих в Америку. Или за новой жизнью, или бегущих от ужасов войн на европейском континенте. Все они встречали статую, стоящую на острове в гавани Нью-Йорка. Именно ту, которую принято считать символом свободы. Увидев ее, миллионы людей понимали, что нет плана, нет денег, нет даже представления о завтрашнем дне. Но есть свобода, а значит, они могут все. Так давайте познакомимся со статуей, которую знают все как олицетворение равенства и независимости. Она снималась в фильмах, про нее писали песни, упоминали и описывали на страницах романов. А образ Америки сразу ассоциируется именно с ней. С первого своего дня она воодушевляла людей. Ведь статуя свободы не видит расы и цвета кожи, происхождения и религии, пола или какой-либо дискриминации, которая нарушает цель единства. Эти принципы стали внедряться в общество и распространяться по всему миру. Сегодня мы посмотрим на удивительное время, когда она создавалась. Познакомимся с людьми, сыгравшими ведущую роль в ее истории. И ответим, пожалуй, на самый главный вопрос. Почему статуя свободы не американка? Итак, знакомьтесь. Эдуар Рене де Лабуле. Французский писатель, ученый, правовед, педагог, публицист и политический деятель. Осталось добавить филантроп-миллиардер для яркости картины. Он был страстным сторонником свободы личного выбора, считая, что это дает возможность каждому человеку полностью реализовывать свои способности, особенно в области экономики. Он считал, что роль правительства должна быть минимальной и в основном заключаться в обеспечении безопасности людей и их имущества, что любое вмешательство правительства в экономические отношения, даже если оно кажется выгодным, является неправильным. То есть у любого человека должно быть право развиваться и зарабатывать, а государство должно этому способствовать. Лабуле мечтал устроить во Франции демократию американского образца того времени. Благодаря его взглядам на мироустройство, а также его политической деятельности, появилась статуя свободы. А рассказать эту историю нам поможет тот, без кого мир никогда бы не увидел главный американский символ независимости – Фредерик Огюст Бартольди. Пока мы ждем нашего гостя, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Это поможет распространить наше видео, а значит, мы сможем создавать больше увлекательных историй. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Фредерик Огюст Бартольди. Я создал статую свободы. Господин Фредерик, давайте начнем с идеи. Как зародилась мысль о создании вашего величайшего произведения? Все началось в 1865 году, когда я посетил ужин своего известного и почтенного друга, господина Эдуара Рене де Лабуле, в его усадьбе Главини, недалеко от Версаля.
На этом ужине было много выдающихся людей в искусстве, литературе и политике. Были как теплые диалоги о творчестве знаменитых писателей, так и страстные дискуссии о мировой власти. В жарком споре двух гостей о проблемах международных отношений Франции Алабой посчитал уместным высказать свои мысли, что нации и народы настолько сложные организмы, они просто не могут между собой дружить. Они скорее сотрудничают на обоюдовыгодных условиях. И редко, когда эти условия становятся невыгодными, дружба остается. Так можно сказать про большинство партнеров Франции. Но есть и исключения. Например, мы и США. Французы, сражавшиеся за Соединенные Штаты, пролили свою кровь за принципы, которые они надеялись видеть как во Франции, так и во всем мире. Какую кровь? О чем вы? Я говорю про войну за независимость США. Франция принимала в ней активное участие и, считаю, внесла решающий вклад в победу Штатов. Чтобы понять, почему Франция создала статую свободы для Соединенных Штатов и что вообще связывает эти два государства, нам необходимо вернуться в самое начало этой истории – 1763 год. На американском континенте только закончилось противостояние крупных европейских колониальных империй в так называемой Семилетней войне. Франция потерпела поражение в Северной Америке и была вынуждена отступить, прервав свое влияние на континенте. Британия, в свою очередь, получила контроль над частью французских земель, но из-за войны погрязла в долгах и хотела пополнить казну за счет своих колоний. В 1765 году британская корона ввела закон о гербовом сборе, обязывающий платить пошлину при оформлении гражданских документов, продаже книг, брошюр, газет и других печатных товаров. Это моментально вызвало недовольство, что привело к протестам во всех колониях, в ответ на которые правительство Британии отменило гербовый сбор, но ввела другие законы, позволяющие ей обогащаться. Ужесточение налоговой политики привело к акции в Бостоне. 16 декабря 1773 года колонисты выбросили за борт торговых кораблей, стоящих в порту, весь груз чая. Эту акцию назвали «Бостонское чаепитие». В ответ парламент империи ввел так называемые невыносимые законы, направленные на усиление роли Англии в управлении американскими колониями. Однако они только усугубили ситуацию, поскольку люди сочли это жестоким нарушением их собственных прав. Принятие невыносимых законов стало толчком для созыва Первого континентального конгресса в 1774 году, в результате которого была составлена петиция королю Англии с просьбой ослабить давление на колонии. В противном случае будет введен бойкот британским товарам. В ответ на петицию, не желая уступать, корона лишь усугубила свою политику. Американцы понимали, что дело идет к войне, и начали массово вооружаться, что могли противопоставить неподготовленные фермеры против профессиональной армии Британии. Однако для американцев это была война за свободу, за право самим создать суверенное государство. К тому же борьба велась на своей территории, и не требовалось ждать продовольствия и подкрепления из-за океана. Поэтому вначале было сложно предсказать победителя. Право стать главнокомандующим американскими войсками получил Джордж Вашингтон, уже имевший опыт в боевых действиях. Его поддерживали как простые колонисты за неприязнь к английской короне, так и аристократия. Конгресс принял решение сформировать континентальную армию. По данным историков, служба в армии Вашингтона была необязательной. Человек, которого призвали, мог откупиться, заплатив штраф, или найти себе замену. Так как армия состояла в основном из фермеров, во время посевной и уборки урожая солдаты нередко дезертировали. Также немалой проблемой стало отсутствие имевших боевой опыт
офицеров и генералов. Континентальная армия получила боевое крещение в первых сражениях за Бостон в 1975 году, где на тот момент находились британские отряды. В Англии поняли, что подавить восстание силами, расположенными в Америке, не получится. И в августе того же года король Георг III объявил, что колонии находятся в состоянии мятежа, приказал сформировать и отправить за океан 20-тысячную армию. Конгресс пока не решался объявить о независимости колоний и создании нового государства. Некоторые депутаты открыто выступали против разрыва отношений с Англией, а также многие переселенцы боялись столь мощного врага. Большое влияние на настроение американцев оказала брошюра «Здравый смысл», написанная Томасом Пейном и опубликованная 10 января 1976 года. В ней утверждалось: раз попытки примириться с Англией были отвергнуты короной, то необходимо объявить о своей независимости, объединиться и дать отпор общему врагу. Призыв Пейна к борьбе воодушевил колонистов, и уже 4 июля 1976 года была принята Декларация независимости США, которая превратила конфликт в войну за суверенитет нового государства. Автором текста декларации стал местный плантатор и политический деятель Томас Джефферсон. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными, неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Не все жители колоний поддерживали Декларацию независимости. Тех, кто оставались верными британской короне, стали называть лоялистами. Им запрещали голосовать, занимать государственные должности, а также работать учителями, врачами, адвокатами и священниками. Людей, отказавшихся принести присягу на верность новому правительству, обвиняли в измене и подвергали преследованиям, и в редких случаях даже высылали в Англию. В то же время Бенджамин Франклин отправился во Францию в качестве американского посла. Целью визита было заключить союз против Англии с королем Людовиком XVI, которого позже казнят на гильотине во время Французской революции. Людовик хоть и мечтал отомстить за поражение в Семилетней войне, но не решался развязывать новый конфликт. Франклин рассказал ему об успехах американцев, что убедило короля воспользоваться слабостью Британии и объединиться с Соединенными Штатами против общего противника. И уже к осени 1976 года через поставную торговую компанию Франция начала отправлять в колонии порох, мушкеты, палатки, обмундирование и артиллерийские орудия. В 1777 году богатый французский дворянин из знатного рода маркиз де Лафайет, полное имя которого Мари-Жозеф Поль-Ив Рош-Жильбер дю Матье маркиз де Лафайет, ведет переговоры с Бенджамином Франклином о присоединении к американской революции. У Лафайета было два условия. Первое. Он сам покупает корабль, чтобы отправиться в Америку. И второе. Отказывается от любых жалований и любой другой материальной компенсации за свою службу. В то время он уже служил капитаном кавалерийского полка во Франции и, не желая быть обвиненным в дезертирстве, подал просьбу о временном увольнении в запас по состоянию здоровья. И 26 апреля того же года отправился вместе с 15 французскими офицерами в Соединенные Штаты. Спустя 1,5 месяца плавания вместе со своими спутниками Лафайет ступил на американскую землю, а немного позже в Филадельфии обратился к Конгрессу. Я считаю вправе просить разрешить мне служить за свой собственный счет и в качестве волонтера. Конгресс принял его помощь,
назначив на должность старшего адъютанта Джорджа Вашингтона. Уже в сентябре Лафайет участвует в сражении за Филадельфию, где был тяжело ранен. Дальнейшие битвы были более успешны, что привело к неминуемому росту в должности. 17 октября 1977 года континентальная армия при Саратоге впервые разгромила английское войско, взяв в плен более 6 тысяч солдат. Первая крупная победа воодушевила американцев на продолжение борьбы. Новость о сокрушительном поражении Англии привлекла внимание многих европейцев, которые отправились в Америку и вступили добровольцами в армию. Одним из них был прусский генерал Фридрих Вильгельм фон Штойбен. Это был закаленный в боях офицер. Прибыв в Америку, он присоединился к континентальной армии в зимнем военном лагере Вэлли-Фордж и по назначению Вашингтона приступил к тренировке американских ополченцев, которые не знали дисциплины, не имели боевого опыта и вообще не понимали, что делать на поле битвы. Позже Вильгельм фон Штойбен напишет первый устав американской армии – инструкция ведения войны для простых солдат и офицеров. В декабре 1977 года Лафайет получает повышение, и ему дают в командование дивизию 1200 человек, которую решает вооружить и обеспечить всем необходимым за свой счет. В то же время армия Вашингтона имела лишения во всем. Не хватало продовольствия, обмундирования и обуви. Также был недостаток и в вооружении. Зиму она провела в лагере Вэлли-Фордж. Один из офицеров описывал те события в своем дневнике. Ужасно холодно и сыро, снежная вьюга. Северо-восточный ветер хлещет в лицо. Эта ночь была страшной для солдат, не имеющих обуви. Некоторые из них замотали ноги старыми лохмотьями, другие были босиком. Но я не слышал жалоб. Они готовы перенести любые страдания и умереть, но не откажутся от свободы. В феврале 1778 года Соединенные Штаты заключили торговый и союзный договоры с Францией. Война за независимость слилась с глобальным франко-британским конфликтом. Теперь не нужно было использовать подставные кампании. Франция официально начала поставлять в больших объемах необходимые ресурсы для ведения войны. В то же время Лафайета еще раз повысили. Он был назначен командующим Северной армией, размещенной у канадской границы. Также он активно агитировал коренные народы индейцев присоединиться к борьбе против Англии. 9 марта того же года состоялась встреча 500 индейских вождей и американской делегации во главе с Лафайетом, на которой он произнес речь, стараясь в доступной форме объяснить основные принципы нового государства. Единогласно его поддержали и в торжественном обряде нарекли именем одного из легендарных военных вождей Каевла. Окончанием встречи стало подписание договора о союзе 6 племен, обязавшихся сражаться с врагами Каевлы. Все расходы на комплектацию и содержание Северной армии Лафайет взял на себя. Осенью он переболел тяжелой формой пневмонии и отправился во Францию, чтобы восстановить свое здоровье. В начале 1780 года Лафайет, пользуясь своим влиянием во Франции, собирает сторонников для увеличения помощи Соединенным Штатам, после чего правительство принимает решение отправить в Америку флот с необходимым снаряжением. Командовать этим формированием назначают генерала Жана де Рошамба, который обладал большим опытом в осадах и имел огромное уважение в армии. Уже в мае того же года флот с экипажем в 12 тысяч человек отправился к американским берегам. Трюмы были заполнены припасами, вооружением и деньгами. На момент прибытия в Соединенные Штаты 5-я часть экипажа страдала цингой и была небоеспособна. Цинга – это распространенная болезнь тех лет среди моряков, связанная с плохим питанием и нехваткой в организме витамина С. После вступления Франции в войну баланс сил был уравновешен, и Англия перешла к обороне в Северной Америке.
19 октября 1981 года британская армия терпит поражение при Йорктауне, крупнейшее в этом конфликте. В плен было захвачено около 7 тысяч солдат, а также много артиллерийских орудий и других трофеев. Эту битву можно считать переломным моментом в войне за независимость, ведь после нее парламент Англии заговорил об окончании конфликта и мирных переговорах. 3 сентября 1983 года был подписан Парижский договор. Великобритания официально признала независимость колоний. Война была окончена. История не любит сослагательного наклонения, поэтому мы не можем гадать, как бы развивался конфликт без участия Франции. Но нельзя отрицать того факта, что она внесла огромный вклад в победу и независимость Соединенных Штатов Америки. Давайте вернемся к ужину. Чья именно была идея создать статую? Это не была окончательная идея создания статуи, а скорее мимолетная мысль. В беседе о чувствах между двумя народами Лебой напомнил нам, что приближается столетие независимости США, которое наступит в 1876 году, и было бы славно увековечить столь важную дату монументом, посвященным свободе. А также, чтобы именно Франция инициировала создание памятника, приложив к строительству усилия обеих наций. Вы как-то отреагировали на слова господина Лабуле? Я оценил идею и проявил энтузиазм. Предложил, что это должна быть не просто статуя, а колосс. Почему именно колосс? Как вы пришли к этой идее? В годы моей молодости, когда мне было 20 лет, я совершил увлекательное путешествие по Египту. Эта древняя страна оказала глубочайшее влияние на мое эстетическое восприятие, особенно в области скульптуры. Она, несомненно, дает нам на этот счет наиболее полные сведения, потому что часть памятников сохранилась до наших дней, и мы можем судить о египетском колоссальном искусстве собственными глазами. За месяцы, проведенные в Египте, мне даже пришлось научиться ездить на верблюде, чтобы посетить храмовые комплексы Карнака-Луксор. Увидел аллею сфинксов и долину царей, съездил в Гизу посмотреть на пирамиды и Большого сфинкса. Также посетил самый популярный памятник на юге Египта – храмы Абу-Симбел, посвященные Рамзесу II и его семье. Изучал местную наскальную скульптуру, мозаику и древнюю живопись. Долгие наблюдения привели меня к выводам, что, находясь рядом с такими колоссальными объектами древности, я невольно начинаю испытывать волнение. Оно связано с осознанием мимолетности человеческой жизни. Тогда я понял, что хочу в своих будущих работах достичь такого же эффекта. После возвращения во Францию я начал углубленно изучать колоссальную скульптуру в разных странах и периодах времени. Разбирал известные работы и мифы вокруг них. Подчеркивал главное, исследовал, на мой взгляд, допущенные ошибки. Какие примеры вы можете выделить? Есть пару скульптур, которые мне нравятся. Одна из них – аллегория Апеннин. Аллегория Апеннин – это каменный гигант, стоящий в одном из имений недалеко от Флоренции. Он предстает в образе старика, сидящего на скале и своей могучей рукой прижимающего монстра к земле. Создатель скульптуры представил божество, олицетворяя Апеннинские горы, символ Италии. Внутри этого гиганта есть несколько помещений. В одном из них расположен камин. Когда он зажжен, из ноздрей старца начинает идти дым, добавляя образу еще больше могущества. Хороший пример, выполнен из бетона и кирпича, еще и с помещениями внутри, отвечающими за разные функции. В головах людей скульптура должна быть монолитная, но иногда суть может быть скрыта еще и внутри. В этой работе вы подчеркнули что-то для создания своих произведений? Да, и не только в ней. Есть еще хороший пример — статуя святого Карла Боромео. Кстати, первый известный случай использования в статуе техники репуссе меди.
Это способ обработки металла, когда, простукивая его молотком изнутри и снаружи, листам придают задуманную форму, моделируя ее на твердой основе из дерева или камня. Потом полученные заготовки крепят на железный каркас. Эта техника позволяет использовать многие металлы, включая золото, серебро, медь и разнообразные сплавы, такие как сталь и бронза. Вы могли бы спросить, почему именно медь? С помощью легкой обработки ей можно придать любую форму. В принципе, это ее главное преимущество. А также ее дешевизна и долговечность. Хоть медные листы использовались достаточно тонкие, всего 1 мм, статуя простояла более 200 лет. Я думаю, что может быть целесообразно кратко рассмотреть характеристики колоссальной скульптуры, учитывая тот факт, что искусство время от времени подвергается критике. Многие видят в нем лишь выдающиеся произведения и не понимают его особых законов, трудностей и художественной ценности. Колоссальная скульптура не заключается просто в создании огромной статуи. Она должна вызывать эмоции у зрителя не из-за своего объема, а потому что ее размер соответствует идее, которую она интерпретирует, и месту, которое она должна занимать. Давайте сейчас запомним 3 основных принципа колоссальной скульптуры. Первое. Идея, мысль, которую эта скульптура несет. Второе. Месторасположение, где она находится. И третье. Композиция, рациональное сочетание всех деталей и объемов. Эти же принципы используются и в архитектуре. Любое здание можно назвать колоссальным, но в большинстве случаев идея – это не самое главное. Значимость функции, которую строение несет, преобладает. Вы говорили, что изучали мифы, связанные с колоссальными скульптурами. Какое произведение, на ваш взгляд, больше всего окутано легендами? Вспомнить хотя бы «7 чудес света», «Колосс Родосский». Вернемся в 305 год до нашей эры. 40-тысячная армия под предводительством Диметрия Полиаркета попыталась захватить город Родос на острове Родос. Осада длилась целый год, после чего захватчики были вынуждены отступить. Через несколько десятков лет в знак признательности за поддержку горожане решили создать величественный памятник греческому богу солнца Гелиосу. Он считался творцом острова и высоко почитался местными. Настолько высоко, что решили сделать его в 10 раз выше среднего человеческого роста, что приблизительно равнялось 18 метрам. Но жителям этого показалось недостаточно, и они потребовали увеличить статую в 2 раза. В финальном варианте от 32 до 36 метров. Над проектом работал скульптор Харес на протяжении 12 лет. При увеличении статуи в высоту ее ширина также увеличилась. Из-за возросших объемов материала для строительства изначально запланированного бюджета было мало. В свою очередь Харес хотел увидеть конечный результат еще при жизни, поэтому начал вкладывать в проект свои личные деньги. А затем обратился за финансовой поддержкой к своим близким. Погрязший под гнетом долгов, творец хоть и создал одно из чудес света, но не смог справиться с давлением кредиторов и трагически закончил жизнь. Статуя, которую создал Харес, имела вид юного бога с лучистой короной на голове, символизирующей солнце. Колосс стоял на мраморном постаменте, украшая главный порт города. Хотя многие художники по наши дни изображают его широко расставленными ногами. По разным версиям у него был за спиной или в руке лук, чаша с огнем в другой руке, или вместо нее вообще был факел. Он смотрел в морскую даль, встречая прибывающие корабли. Скорее всего, истинного варианта мы уже никогда не узнаем. Статуя была изготовлена из глины, камней и железа, а затем покрыта бронзовыми пластинами. Литье из бронзы обладает рядом преимуществ, например, ее прочность. Согласно легенде, для создания статуи Колосса Родосского использовалось захваченное бронзовое оружие и инструменты, оставшиеся после недавнего конфликта.
Пока статуя не разрушила большое землетрясение на острове Родос, она простояла около 54 лет. Его можно считать выдающимся произведением искусства, независимо от легенды о кораблях, проходящих между его ног. Этот миф не старше XVI века, уже опровергнут и инженерами, и археологами. Тем не менее, у меня есть пара заметок, основанных на здравом смысле. Во-первых, если мы поверим легенде, что колосс был установлен широко расставленными ногами, то после землетрясения он должен был рухнуть в воду, закрыв бухту для кораблей, и поднять его было бы практически невозможно. То есть большие обломки остались бы на дне, которые смогли бы обнаружить исследователи. Во-вторых, я могу утверждать, что подобного рода статую сложно реализовать и из современных материалов, и с использованием более развитых инженерных технологий. А гигант из камней, глины и бронзы имел бы слишком высокий центр тяжести и просто не смог бы устоять. Скорее всего, он был расположен не в бухте, а в центре города на возвышенности. Также не с расставленными ногами по разные стороны гавани, а в более привычной греческой позе. В любом случае, легенда красивая, и этот колосс является чудом Старого Света. В Древней Греции существовал традиционный малый жанр поэзии – составление списков. В них попадали знаменитые цари и полководцы, философы и поэты, также памятники искусства и архитектуры. Наряду со сборниками высказываний древних мудрецов, поэмами и собраниями сочинений о редких диковинах, список 7 чудес света пользовался популярностью в античном мире. Он включал в себя описание самых невероятных, самых поразительных с технической точки зрения архитектурных памятников искусства. Во всем мире число 7 считается счастливым, приносящим удачу и мудрость. Греки обозначали его счастливым числом бога Аполлона, описывая им совершенство и завершенность. По мнению историков, конечный список 7 чудес света связывают с империей Александра Македонского. Он включает в себя пирамиду Хеопса в Гизе, крупнейшие из египетских пирамид, висячие сады Семирамиды в Вавилоне, инженерное сооружение с каскадом многоуровневых садов, где росли многочисленные виды деревьев, кустарников и виноградных лоз, производившее впечатление большой зеленой горы, а также статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе, колосс Родосского вы уже знаете, и Александрийский маяк. Эти сооружения стали не только воплощением архитектурного и инженерного мастерства своего времени, но и символизировали культурное, религиозное и политическое значение для людей, которые их создали. Они олицетворяли величие разума и силу коллективной работы, подчеркивая стремление человечества к познанию и возвышенности. Несколько лет я занимался созданием скульптур во Франции и развитием своих навыков. В 1868 я снова отправился в Египет. И еще раз с восторгом погрузился в изучение удивительных руин. Это путешествие лишь укрепило мои убеждения в принципах искусства, которые можно обнаружить в этой наполненной историческими ценностями стране. Тогда я еще планировал создать колоссальную статую в Египте. В то время как раз подходила к концу работа над Суэцким каналом. Я не мог пропустить такое важное событие. Что же такое Суэцкий канал и зачем он построен? Это судоходный путь длиной 173 километра, соединяющий Средиземное и Красное море по территории Египта. Расположен он на условной границе двух материков – Африки и Евразии. После открытия канала кораблям больше не пришлось огибать Африку, что сократило морской путь более чем на 8000 километров. До этого было выгоднее разгружать торговые суда в портах и по земле перевозить грузы от моря к морю. Его строительство началось еще около 2000 лет до нашей эры. Целая династия фараонов на протяжении 1500 лет то начинала строительство, то бросала его. Первый раз он был достроен около 500 года до нашей эры.
Тогда он был практически непригоден для судоходства. Его ширина и глубина не позволяли загруженным кораблям пройти. Только в III веке до нашей эры его расширили и углубили. В то время он не имел современного размаха, но уже там могли разойтись 2-3 ремы. Для понимания, это около 15 метров. Канал уже выполнял свою функцию важной торговой артерии. На протяжении веков его то забрасывали, то опять расчищали и использовали. Однако в 776 году халиф Мансур, основатель и строитель Багдада, крупнейшего города средневекового мира и нынешней столицы Ирака, приказал засыпать канал, чтобы не уводить торговые пути от центра халифата. Только более чем через 1000 лет его попытались восстановить. Наполеон Бонапарт в 1798 году во время своей египетской кампании рассматривал возможность постройки водного пути, соединяющего два моря. Как и у любого проекта, перед постройкой проводились предварительные изыскания. Только комиссия, которая их проводила по назначению Наполеона, пришла к ошибочному выводу. Они посчитали, что уровень воды Красного моря выше на 10 метров уровня воды в Средиземном море. Это не позволило бы сделать канал без шлюзов, а значит и большие торговые суда не смогли бы там проходить. Проект оценили в 40 миллионов золотых франков. Это эквивалент современным 615 миллионам долларов. В то время водный путь не воплотили в жизнь не из-за финансовых или технических сложностей, а из-за политических событий. Наполеон понимал, что не захватит Египет, и вернулся в Европу. Соответственно, и необходимость в Суэцком канале перестала существовать. Английские математики в 1841 году проводили изыскания на египетском перешейке и доказали ошибочность комиссии Наполеона насчет уровня воды в двух морях. И сразу началась разработка нового проекта, который спустя 5 лет уже был готов. В основном он был создан французскими инженерами в поддержке дипломата и предпринимателя Фердинанда де Лесепса. Для реализации проекта Фердинанду было необходимо получить концессии от Египта, разрешающие строительство за счет инвесторов, а также одобрение турецкого султаната. Только в 1859 году Лесепс смог создать компанию Суэцкого канала. В том же году началось строительство. Деньги, которые были выделены на строительство, а именно 200 миллионов франков, в итоге быстро потратили. Весомая часть пошла на взятки египетскому правительству, на рекламу в Европе и на содержание самой компании. Пришлось привлекать новые средства, что растянуло время строительства на 11 лет. В общей сумме на реализацию Суэцкого канала было потрачено около 475 миллионов золотых франков. Это как современные 7,3 миллиарда долларов. Официальное открытие произошло 17 ноября 1869 года, запустив судоходство. Египетское правительство устроило празднование, которое продолжалось 7 дней и обошлось в 28 миллионов золотых франков. Ранее Египет не видел таких торжеств и не принимал большое количество гостей. Среди них были императоры Франции и Венгрии, принцы Пруссии и Голландии и множество других знатных европейских особ. Суэцкий канал сразу же оказал огромное влияние на мировую торговлю. За полгода до его открытия в США ввели в эксплуатацию первую трансконтинентальную железную дорогу, что позволяло теперь обогнуть весь мир в кратчайшие сроки. Вы упомянули, что планировали создать колоссальную статую в Египте. Расскажите подробнее. В своих путешествиях я был воодушевлен египетскими монументами, простоявшими тысячелетия, и часто сталкивался с идеей создать что-то свое, запоминающееся на века. Во время строительства канала параллельно велся проект Суэцкого маяка. Я сделал набросок и представил его Паше Исмаилу. Это была статуя женщины Филаха, так называли крестьян на Ближнем Востоке. Держащая факел в руке, она олицетворяла Египет. Я дал ей название «Египет, несущий свет в Азию». Но, к сожалению, Паше Исмаил отказал мне в реализации этой идеи, аргументируя его высокой стоимостью.
Это и неудивительно, учитывая, сколько Египет потратил на торжество в честь открытия Суэцкого канала. Когда празднования закончились, я отправился домой в Париж. Вскоре назревал конфликт на границах Франции. Он затронул вас? Как патриот своей страны, я не мог в нем не участвовать. Конфликтом, о котором говорит Бартольди, была франко-прусская война 1870-71 годов. Пруссия под руководством Отто фон Бисмарка объединяла раздробленные германские земли под своей гегемонией. Также она стремилась ослабить влияние Франции в Европе, которая, в свою очередь, во главе с императором Наполеоном III хотела задержать объединение германских земель и появление новой империи, сохраняя свое преобладающее влияние на европейском континенте. Причиной начала конфликта стала борьба за испанский престол. Как ни странно, в Испании умирает последний наследник королевской крови. На пустующий трон Пруссия выдвинула свою кандидатуру в лице родственника нынешнего короля, принца Леопольда, которому пришлось отказаться из-за резкой позиции Франции, которая не желала давать своему сопернику укрепить влияние в Европе. Обе страны понимали, что война неизбежна, и готовились к ней. Отто фон Бисмарк стремился подтолкнуть Францию к началу агрессии, чтобы именно она начала конфликт. Он сфабриковал текст депеши, которая описывала диалог между королем Пруссии Вильгельмом I и послом Франции. Теперь письмо выглядело как оскорбление в сторону французского правительства. Бисмарк разослал депешу местным газетам для печати, надеясь вызвать агрессию у Наполеона III. Ему это удалось. 19 июля 1870 года французский император объявил войну Пруссии. Благодаря хитрости и искусству дипломатии Бисмарк обеспечил нейтралитет европейских стран, таких как Великобритания, Италия, Россия и Австро-Венгрия. Для Франции война началась в невыгодной геополитической обстановке, связанной с дипломатической изоляцией и отсутствием союзников. Также французская армия, ослабленная колониальными войнами и коррупцией на всех уровнях, хоть и проводила мероприятия по усилению, но из-за нехватки мобилизационного резерва и недостаточного снабжения была не готова к конфликту. Пруссия, наоборот, обладала сильной регулярной армией, закаленной в боях и оснащенной лучшими на то время артиллерийскими орудиями. Армия была лучше организована и обладала большим боевым опытом по сравнению с французской. Это было заметно уже в начале войны. Мобилизация и развертывание французских войск шли медленно и без должной координации. Планы по транспортировке были нарушены, войска подходили к границе с опозданием и не обладали достаточным количеством продовольствия и экипировки. Разница сил была очевидна, и французская сторона терпела поражение за поражением. Неудачи на поле боя ослабили влияние Наполеона III, и 4 сентября 1870 года разожглась революция, свергающая имперский режим. Франция была провозглашена республикой, и власть перешла к правительству буржуазных республиканцев, после чего характер франко-прусской войны изменился. Для Франции она стала народно-освободительной и захватнической для Пруссии, стремившейся оккупировать французские регионы Эльзас и часть Лотарингии. Новое правительство, благодаря поддержке граждан, сумело в кратчайшие сроки собрать новую армию, состоящую из резервистов и ополчения, что позволило замедлить, но не остановить продвижение германского войска. Уже 19 сентября Париж был окружен. Прусская армия не имела достаточных сил для штурма города и поставила блокаду. Во время окружения в Париже закончилось продовольствие, и люди поднимали голодное восстание. Некоторые страны отправляли гуманитарные грузы, чтобы помочь населению. Одной из них были Соединенные Штаты. Гарнизоны многих французских крепостей, оставшихся в тылу врага, продолжали сопротивление. На оккупированных территориях вспыхнуло партизанское движение. Правительство, боясь новых революционных настроений, решило не вооружать народ, что не позволяло продолжать войну. На фоне слабости Франции план Бисмарка сработал.
И в ноябре 1870 года южногерманские государства и Северогерманский союз, в составе которого была Пруссия, подписали союзный договор, объявляющий создание Второго Рейха. И уже 18 января 1971 года в Версале была провозглашена Германская империя, а прусский король Вильгельм I стал императором. Неспособность французского правительства обеспечить отпор врагу привело к неминуемым переговорам и впоследствии к мирному договору, подписанному 10 мая 1971 года, согласно которому Франция теряла Эльзас и северо-восточную часть Лотарингии, также обязана выплачивать контрибуции в размере 5 миллиардов франков, и до момента полной выплаты на ее территории остаются германские войска, содержание которых также обязана выплачивать проигравшая сторона. В 1870 году, во время франко-прусской войны, Бартольди служил в качестве командира эскадрильи Национальной гвардии и позже был офицером связи. Он принимал участие в обороне родного города Калимара от Германии, отвечал за связи с правительством, в частности, за удовлетворение потребностей армии, встречал и координировал грузы с американских кораблей во время блокады Парижа. В разговорах с матросами они выражали чувство печали о происходящем во Франции. Измученный поражением своего региона, Бартольди хотел возвысить ценность свободы. В последующие годы он воздвиг ряд памятников, прославляющих французский дух в борьбе против Германии. Одним из них стал Бельфорский лев, который был задуман сохранить память о героическом сопротивлении в Бельфоре во время осады города. Лев находится на холме у подножия крепости. Бартольди использовал красный песчаник, из которого сделана часть цитадели. Согласно первоначальному плану, лев должен был смотреть в сторону врага, то есть на восток. Но из-за протестов со стороны Германии эти планы были изменены, и лев был построен обращенным на запад. Когда война закончилась, мне пришлось столкнуться с неприятной ситуацией. Я не мог вернуться в Эльзас, мой родной регион, который теперь находился под оккупацией Германии. Я провел недолгое время в Швейцарии, в надежде на отдых и покой. После чего решил отправиться в Америку. Это путешествие должно было развеять мрачные тени воспоминаний прошлого года. Вдобавок, я уже давно мечтал посетить эту страну, познакомиться с культурой и людьми. Перед отъездом я посетил Версаль, чтобы вновь увидеться со своими друзьями в доме господина Лабуле. Как и прежде, в наших беседах были затронуты темы о международной политике, Соединенных Штатах и прошлом Франции. Лабуле не мог не вспомнить про приближающееся столетие независимости США. Мои друзья считали, что в честь этого праздника в Америке начнутся патриотические и французские движения, которые могут помочь реализовать совместный проект – создание монумента независимости. Мою поездку поддержал господин Лабуле. Добавив ей значимости, он поставил мне 3 задачи. Породить идею, найти сторонников возведения статуи и место, которое она займет. То есть Лабуле возложил на вас ответственность начать проект статуи свободы? Да. Но сперва мне нужно было найти одобрение наших американских друзей. Заразить их идеей сделать вместе с нами монумент, общий подарок в память о давней дружбе Франции и США. В свою очередь, Лабуле пообещал найти единомышленников во Франции. Он выразил уверенность в успехе проекта на обоих континентах, но при условии, если моя концепция статуи получит общественное признание. Таким образом, мы создавали общее дело, которое окажет сильное моральное воздействие на обе нации, а может и на весь мир. И вы отправились в Америку? Да, я отправился в Америку. Весной 1871-го, пересекая Атлантический океан, получилось сделать несколько набросков, описывающих план монумента.
Но, говоря откровенно, когда наш корабль заходил в Нью-Йоркскую гавань, я заметил остров, на котором был расположен военный форт. Тогда у меня сложился образ, все стало на свои места. Я представил, как статуя женщины будет встречать прибывающие корабли из Европы. Какими впечатлениями будут наполнены люди, впервые увидев эту картину нового мира. Тогда я точно решил. Монумент будет реализован именно здесь. Именно в Нью-Йоркской гавани на острове, встречающем корабли. У острова, о котором говорит Бартольди, достаточно большая история. Археологи, проводя свои исследования, обнаружили, что он покрыт плотным слоем открытых устричных ракушек. Из чего смогли сделать вывод? Еще с древних времен там обитали коренные народы Америки, которые использовали его как мусорную свалку. Помимо открытых ракушек, весомым аргументом в этом утверждении стали и другие находки. Археологи нашли хранилище, сделанное людьми, где были обнаружены следы быта, различные изделия из камня и керамики, даже наконечник стрелы из яшмы. Также смогли доказать, что нынешний остров был частью материка. На протяжении тысячелетий Нью-Йоркская бухта была домом для устриц. В 17 веке европейцы, прибывшие в Новый Свет, обнаружили более 1000 квадратных километров устричных рифов. Колонизаторы, конечно же, использовали находку в свою выгоду, со временем создав мощный промысел, продавая моллюсков во всех уголках света. И уже в начале 19 века Нью-Йорк заработал репутацию города с наилучшими устрицами в мире. Их было так много, что даже самые бедные слои населения могли позволить себе этот деликатес. Практически весь век ежегодно добывалось около 1 миллиарда моллюсков, из которых треть потреблял сам Нью-Йорк. Огромное количество открытых ракушек перемалывали в пыль, после чего добавляли в строительный раствор, а также, сжигая их, делали известь. Развитие города, загрязнение вод, а также неконтролируемая добыча устриц сократили популяцию в разы. Индейцы называли этот остров Миннисайс, первые поселенцы – маленьким устричным островом. А в 17 веке он получил название остров Бэдлоу в честь своего владельца. В 1758 году он перешел к городским властям Нью-Йорка, после чего использовался как карантинная станция, где служба общественного здравоохранения проверяла экипаж прибывших кораблей на заболевания, такие как оспа или желтая лихорадка. Это помогло предотвратить проникновение болезни в Америку. В 1814 году там решили возвести форт для охраны бухты. Форт Вуд был достроен к 1841 году. Он вмещал в себя 70 пушек самого большого на то время калибра и 350 человек гарнизона. Форт имел вид 11-конечной звезды, что обеспечивало максимальный угол для обстрела и отсутствие слепых зон. Также он был обнесен рвом, который со временем засыпали. Свою функцию он выполнял недолго, так как технологии развивались очень быстро, и к моменту окончания строительства средства обороны и оружие, для которого он строился, устарели. Появилась более мощная артиллерия и разрывные снаряды, что в реальном конфликте не оставили бы крепости и шанса. Когда форт перестали использовать по назначению, он стал разрушаться. В таком виде Бартольди первый раз увидел остров Бэдлоу с пустым, обветшалым фортом Вуд, заросшим кустарником, но встречающим вновь прибывшие корабли в бухте Нью-Йорка. Вы как-то очень быстро выбрали место для реализации такого значимого проекта. Разве не было совершенно естественно, что художник был вдохновлен этим зрелищем? Я представил, как статуя будет дополнять Нью-Йорк, и этот город станет великолепным фоном для монумента. В тот момент я осознал, что нашел именно ту идею, на которую рассчитывали мои французские друзья. Идею, которая станет символом для многих людей, чувством и воплощением тех ценностей, которые в нее закладываются. Образ завершенной работы принадлежит только мне, но вдохновением я обязан американцам и городу Нью-Йорк.
Единственное, что может сделать произведение искусства великим или сломать его, это идея. Сила идеи делает произведение искусства красивым, будь то в мраморе или в стихах. После прибытия в Нью-Йорк, вдохновившись увиденным, Бартольди сделал акварельный эскиз. На нем изображена статуя на острове Бэдлоу. Она немного отличается от современной. В процессе разработки монумента были изменены некоторые детали, усилив символизм всей композиции. В эскизе изображена женщина, в левой руке держащая разбитую вазу. Это древний символ рабства и угнетения. Позднее ее заменили на табличку с датой принятия Декларации независимости. Также была изменена форма пьедестала и месторасположение на острове. На голове женщины был венец с 7 шипами. Они символизировали единство и силу 7 континентов и 7 морей. У ног статуи лежат разбитые кандалы и цепи, которые крепко прикованы к пьедесталу. Она как будто вырывается из оков, освобождаясь от гнета и тирании войн, от правителей, угнетающих народ, от ненависти, которую пытаются нам навязать. В правой руке у женщины факел, свет которого должен направлять, просачиваясь во все уголки мира, рассеивать тьму. Статую свободы Бартольди создал женщиной не просто так. Еще в древности женщины символизируют идеалы свободы и права выбора. Например, римская богиня Либертас. Кроме того, в период создания монумента женская символика была распространена в изображениях и аллегориях, в том числе в национальной символике. Таким примером может стать картина, описывающая французскую революцию «Свобода, ведущая народ». Женщина может быть символом притеснений и неравенства, символом всех тех, чьи голоса и достижения были упущены и забыты. Как вы думаете, в современном мире что-то изменилось? Я создавал эскиз, опираясь на основные принципы колоссальной скульптуры. Идея, место и композиция. Место нашлось само. Оно вдохновило меня на идею, которая описывала все страдания и одновременно давала свет и надежду на лучшее будущее. С композицией все сложнее. Во-первых, статуя будет большого размера, а значит и все элементы пропорционально должны быть связаны. Преувеличивая формы, чтобы сделать их более ясными или обогащая их деталями, мы бы просто разрушили пропорции работы. Во-вторых, прерывания в линиях могут быть смелыми, но детали не должны привлекать внимание. Работа обязана выглядеть целостно. Эти же принципы учитывались при проектировании постамента, так как они существуют и в архитектуре. Подобрать именно ту форму, именно тот самый изгиб линий мне еще предстояло при разработке моделей. Но создавая эскиз, я уже искал те чувства, которые хотел видеть в статуе. Значит, отыскав идею, вы выполнили свою миссию в Америке? Нет. Вторая часть моей миссии осталась еще незавершенной. Мне предстояло узнать, может ли мечта, наша общая мечта, стать реальностью. Для этого сначала мне пришлось немного американизироваться, познакомиться со страной, людьми и вещами, заранее предугадать трудности, с которыми мы можем столкнуться на пути к реализации статуи. Поэтому я отправился в путешествие, надеясь, что на моем пути повстречаются замечательные люди, которые поддержат идею и помогут воплотить ее в жизнь. Я считаю необходимым рассказать, как выглядела Америка в XIX веке. После войны за независимость, будучи новым государством, Соединенным Штатам было необходимо укрепиться на континенте и в мире. С конца XVIII века Европу трясли кровопролитные войны. В свою очередь, США, сохраняя нейтралитет, получили возможность развиваться. Выгодное географическое месторасположение в отдалении от крупных воюющих империй позволило американцам спокойно использовать плодородные земли в мягком климате, обилие лесов и полезных ископаемых для развития торговли. Это обеспечило огромный приток денег в страну, благодаря которым США стали расширять свои границы.
Вначале, в 1803 году, они выкупили у Франции, которая критически нуждалась в деньгах, все их территории в Америке. В результате чего Соединенные Штаты увеличили площадь своей территории почти в 2 раза. Уже в 1819 году получилось аннексировать испанскую Флориду. Военное вторжение на ослабленные испанские колонии привели к мирному договору и расширению границ США. А в 1846 году присоединили огромную территорию Орегона. Тогда страна стала занимать территорию от западного до восточного побережья Америки. Несколькими годами позже, в результате военного конфликта с Мексикой, американцы присоединяют Калифорнию и Техас. И в 1867 году США купили у России всю территорию Аляски. С того времени американские границы приобрели современный вид. Новые территории было необходимо развивать и застраивать. Южные земли, пригодные для выращивания экзотических культур, таких как табак, хлопок и сахарный тростник, обрабатывались темнокожими рабами. Уже на протяжении нескольких веков рабство являлось основой североамериканской экономики. Сбор хлопка на плантациях был очень трудозатратным и сложным занятием, и еще более сложно было его очищать, что повышало стоимость готовой продукции. А в 1793 году в Америке изобрели предельную машину Cotton Engine, с помощью которой один человек мог обрабатывать сырья столько же, сколько до этого обрабатывало 20 рабов. Благодаря этому изобретению рабский труд стал более эффективным, а рабовладельцы начали получать неведомые до этого прибыли. Открыв золотую жилу, уже точно нельзя было подумать об отмене рабства. На севере в то же время активно развивались заводы и предприятия, на которых работали вольные квалифицированные люди за зарплату. Здесь не было такого количества плантаций, как на юге, что привело в итоге к отмене рабства в северных штатах. Но где оно оставалось, афроамериканские рабы пытались сопротивляться, поднимая восстания против своих хозяев. Такие восстания жестоко подавлялись южными войсками и отрядами местного ополчения. Восставших рабов отправляли на суды линча. То есть обычная толпа избивала, вешала и сжигала чернокожих, а часто и все сразу. В начале 30-х годов XIX века в Соединенных Штатах началось массовое общественное движение против рабства. Демократическая Америка поддерживала идею освобождения рабов и помогала афроамериканцам. Участников этого движения называют аболиционистами. Причем это были не только темнокожие, но и белые. Поэт Генри Лонгфелло и писатель Марк Твен были знаменитыми деятелями того времени, которые внесли огромный вклад в победу над рабством. Как и в любой борьбе, у аболиционистов появилось 2 течения. Одно предлагало бороться не кровопролитием, а диалогом. Второе было за использование силы. Несмотря на распространяющееся движение аболиционистов, плантаторы из южных штатов, где процветало рабство, не собирались отказываться от бесплатной рабочей силы, которая приносила им огромные прибыли. К тому же, значимая часть правительства Соединенных Штатов как раз были этими плантаторами. Напряженность между севером и югом продолжала расти. В 1861 году президентом Соединенных Штатов стал Авраам Линкольн, который заявил, что эпоха рабства подходит к концу, с ней пора кончать. Но он имел в виду не все американские штаты, а только вновь присоединенные территории. Отменять рабство в южных штатах никто не собирался. Однако, учитывая тот факт, что территорий под нарезку новых штатов было еще достаточно много, южане возмутились, так как не хотели оставаться в меньшинстве. Воспользовавшись лазейкой в Конституции, где не было законов, запрещающих выход из состава США, Южные Штаты организовали новое государство, которое получило название Конфедеративные Штаты Америки. Новообразованное государство приняло свою конституцию и избрало президента. Им стал Джефферсон Дэвис. После этого начались политические игры. Первым делом после отделения Юга Северные Штаты приняли все законы, которые блокировались южанами. А также заметили, хоть в Конституции и нет информации, запрещающей выход из США, но и разрешающей ведь тоже нет. Поэтому Южные Штаты сразу были объявлены мятежниками. От них потребовали впредь соблюдать закон и вернуться в состав США.
Ни одна из сторон не намеревалась развязывать полномасштабную войну и особенно не хотела делать первый выстрел. Южане стремились выкупить военные форты, расположенные на их территории, однако северяне вежливо отказывали. Тогда в дело пошла сила. Из 5 фортов не сдался только один. Конфедераты его осадили. Это и послужило той роковой точкой начала войны. В ответ на военные действия и захват форта президент Линкольн призвал добровольцев вступить в армию для сохранения территориальной целостности Соединенных Штатов. Конфедераты ответили тем же. Не будем углубляться в ход боевых действий, просто подчеркнем основные моменты. У армии северян было больше ресурсов и людей, но грамотных генералов практически не было, что приводило к большим потерям. У конфедератов все ровно наоборот. Численность меньше и ресурсов меньше, но опыт и навыки армии превосходили в разы. В эту войну впервые сменилась линейная тактика, когда ровным строем силы шли друг на друга. Появились стрелковые цепи. С их распространением стали применяться перебежки на поле боя, окопы с колючей проволокой и, соответственно, окопные бои. Также с развитием технологий появились новые экземпляры техники. Например, бронированный корабль и подводная лодка. Обе стороны стремились с помощью технологий и хитрости переломить ход войны в свою пользу. 30 декабря 1862 года Авраамом Линкольном была подписана Декларация об освобождении рабов, что было воспринято неоднозначно. Далеко не все на севере поддерживали эту декларацию. Изначально война велась не против рабовладельцев, черных на севере также недолюбливали, а против мятежников, пытающихся разделить страну. И одно дело воевать за восстановление территориальной целостности страны, и совсем другое – сражаться за чернокожих рабов. Но в Европе это было воспринято иначе. До этого Англия и Франция проявляли симпатии к южным штатам, которые боролись за независимость и сохранение своих традиций. Однако после принятия Декларации об освобождении рабов Линкольн превратился из лидера, желающего подчинить себе южан и воюющего против собственного народа, в лидера, который хочет уничтожить институт рабства. Война из политической превратилась в войну по освобождению угнетенных. Кстати, атмосферу происходящего хорошо передает фильм «Свободный штат Джонса». К концу войны Север понимал свое превосходство и шел вперед, не считаясь с потерями. И уже 9 апреля 1865 года конфедерация капитулировала. А спустя 5 дней в театре был убит президент Линкольн. Гражданская война США завершилась. Она имела огромные последствия не только для Америки, но и для всего мира, открыв новую эру вооруженных конфликтов. После окончания гражданской войны начался процесс реконструкции, внедрения бывших рабов в гражданское общество, период которого продолжался с 1865 по 1977 год. Тогда в Конституцию были внесены поправки, ставящие вне закона рабство, обеспечивающие гражданство всем родившимся или натурализовавшимся на территории Соединенных Штатов и гарантирующие право голоса для мужчин всех рас. В ответ на расширение прав для афроамериканского населения начали появляться организации несогласных южан, в том числе Ку-Клукс-Клан. Люди в белых балахонах со остроконечными капюшонами наводили ужас на чернокожее население Америки. Таинственный орден со своей странной одеждой и запутанными ритуалами нашел отклик на разоренном после войны юге. Первый клан появился ближе к концу 1965 года. Он не имел четкой структуры, иерархии, было непонятно, кто кому подчиняется и зачем. Но набирая популярность, в него вступало все больше людей и мелких расистских организаций. Постоянно расширяя свою численность, в клане появился радикализм. В начале 1867 года Ку-Клукс-Клан стал невидимой империей во главе с генералом конфедератов Натаниэлем Форестом. Целями клана провозглашались спасение страны и белой расы от чернокожих. Уже к 1868 году клан контролировал весь юг. Его членами становились полицейские, судьи и чиновники, что позволяло безнаказанно запугивать черных, заставлять их покидать свои дома или даже убивать.
Причем вокруг своих преступлений клановцы выстраивали театральный перформанс. Человеку, на которого указали руководители клана, присылали дубовую ветвь или горсть апельсиновых корок. Это означало, что у жертвы есть сутки, чтобы покинуть город. Иначе неминуемая смерть. Поворотным моментом в судьбе клана были президентские выборы 1869 года. Натаниэль Форест направил все ресурсы, чтобы не дать победить Уиллису Гранту, так как тот был приверженцем отмены рабства и наделения прав афроамериканцев. Но все попытки сорвать процедуру увенчались провалом. Чернокожим теперь позволялось голосовать. Как и большинство американцев, они сделали свой выбор в пользу Гранта, который, придя к власти, приказал уничтожить Ку-клукс-клан. Жителям Юга также не нравилась вседозволенность членов клана. Это связано не с симпатией или сочувствием к афроамериканцам, а с личным страхом, что любой человек мог укутаться в простынь и пойти насиловать, убивать и грабить, что в принципе и происходило. Клан был разделен на региональные группировки, которые постоянно воевали между собой. Натаниэль Форест пытался с этим бороться, но, понимая, что это невозможно, выпустил указ о закрытии Ку-клукс-клана. В 1871 году в Конгрессе Соединенных Штатов было собрано специальное заседание, на котором рассматривались преступления, связанные с членами клана, после чего был принят закон, запрещающий любые подобные сообщества и членство в них. Теперь это было федеральным преступлением. Также в XIX веке Америку накрыла золотая лихорадка. В 1848 году в Калифорнии, которая тогда еще была захолустьем, с небольшим поселением Сан-Франциско, люди нашли золотые самородки прямо у себя под ногами. Расплачиваясь ими или продавая ювелирам, новость о найденном богатстве начала растекаться по стране. Некоторые бизнесмены, предсказывая возможный приток старателей, что развивало бы их бизнес, начали придавать этой новости большую огласку. И им это удалось. Представьте, вы оказались в Америке 19 века, где ходят слухи, что на Западе найдены большие залежи золота, а также вам не запрещено его добывать. Вы бы отправились в путешествие через всю страну за легкой наживой? Ну, конечно, как американцы. Со всей страны люди начали стекаться в Калифорнию. Население Сан-Франциско в то время не превышало и 300 человек. Кроме маленьких ферм там ничего не было. Но в скором времени все изменилось. Президент Соединенных Штатов поддержал инициативу развития золотой промышленности и публично выступил с заявлением о залежах в Калифорнии, после которого туда отправились даже китайцы. Для них путь на запад США был даже легче, чем для самих американцев, проживающих на Востоке, имеющих только два варианта – отправиться по суше или по морю. И один и второй варианты были долгими и опасными. Сухопутный путь, проходящий через горы, был излюблен бандитами, так как старатели зачастую брали с собой все, что имели, и у них было чем поживиться. Также дорога проходила через земли недовольных индейцев, которым не нравилось присутствие чужаков на их территории. Чуть более безопасным был морской путь, но занимал около полугода, так как приходилось огибать Южную Америку. Уже к концу 1848 года население Сан-Франциско увеличилось до 1000 человек, а через год и до 25 тысяч. Магазины и лавки получили свой звездный час и с огромной наценкой начали продавать необходимое оборудование золотодобытчикам. Помимо инструментов, людям были необходимы гостиницы, таверны, ну и, конечно же, бордели. В общей сложности в Калифорнию отправилось около 250 тысяч человек. Благодаря золотой лихорадке возникло понятие «американская мечта». Идея, что даже начав с малого, можно достичь богатства и реализовать все свои желания. Обнаруженное золото породило искру наживы у американцев. Стали появляться мысли о создании железной дороги, соединяющей Тихоокеанское побережье с восточными штатами. Это позволило бы в кратчайшие сроки доставлять грузы и людей, тем самым развивая и застраивая Дикий Запад. В 1862 году
президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн, который был сторонником создания пути, соединяющим два океана, подписал акт о Тихоокеанской железной дороге. Предстоящее строительство было действительно тяжелым, поэтому были выбраны лучшие железнодорожные компании – Central Pacific и Union Pacific. Они получали государственные облигации по мере выполнения этапов строительства. Чтобы создать конкуренцию, им предоставляли земельные участки вдоль всей железной дороги, что поставило компании в условия соревнований. Каждая стремилась получить как можно больше земель. Central Pacific начала прокладку путей на восток от Тихого океана в 1863 году. Только через 2 года, в 1965 году, Union Pacific начала строительство путей на запад. Для увеличения скорости работ Central Pacific наняла более 10 тысяч китайских рабочих. Для иммигрантов, работавших на железной дороге, придумали прозвище Iron Man или Железный человек. Китайцы возвели у себя в свое время Великую Китайскую стену. И бесплатно. Пусть это было и давно, но они трудолюбивы и остро нуждаются в деньгах. Перед компанией Central Pacific стояла очень сложная задача. Было необходимо проложить железнодорожные пути через горный хребет Сьерра-Невада в Калифорнии. Для этого впервые прорывали гору насквозь, создавая туннели, которых в итоге пришлось сделать 15. При работе в горах строители обнаружили еще одну проблему. Обильные снежные осадки не давали возможности эксплуатировать железную дорогу. Поэтому приходилось создавать снежные навесы для сохранения работоспособности путей. Именно из-за сложности работы в горах компания Central Pacific не смогла победить в строительной гонке. Union Pacific тоже было непросто. На протяжении всего пути строители подвергались нападениям индейцев. Создание железной дороги хоть и предвещало позитивные экономические изменения, но были и минусы. Коренные народы Америки были лишены земельных прав. Их переселяли со своих исконных земель в резервации. Трудно сосчитать, сколько преступлений было совершено в те времена. Некоторые чиновники обогащались за счет взяток и присваивания средств, выделенных на строительство. Мэры небольших городов давали взятки инженерам, чтобы те прокладывали железную дорогу поближе к городу. Тогда там можно будет поставить станцию, что позволит продавать товары приезжим и развивать поселение. С людьми, чьи участки и дома располагались на пути железной дороги, не церемонились. Им предлагали минимальную компенсацию за свои имения, а чаще просто выбрасывали на улицу. Убийство мирных жителей во благо всей демократической Америки стало обыденным делом. Однако 10 мая 1869 года, проложив почти 3000 километров путей, преодолев все трудности, две компании встретились в промонторье Саммит, штат Юта. По примеру Соединенных Штатов, другие страны начали создавать большие железнодорожные трассы, включая Россию, где в 1891 году по инициативе императора Александра III началось строительство Транссибирской магистрали. К концу 1860-х годов железнодорожный транспорт становится неотъемлемой частью американской экономики. Теперь железные дороги проникают практически во все регионы страны, что помогает создавать единый национальный рынок товаров и дает стимул к развитию народного хозяйства. Рост экономики подталкивает государство на качественную трансформацию финансово-банковской системы страны. Финансовых учреждений становится больше, и они начинают тесно взаимодействовать с промышленностью, предоставляя долгосрочные инвестиции. Особенностью индустриальной американской экономики был стремительный прогресс сельского хозяйства. Это было связано с механизацией процессов, что позволяло выпускать быстрее и больше продукции. Американские фермеры теперь поставляли свои товары не только на внутренний, но и на внешний рынок. Золотая лихорадка, огромный поток иммигрантов из Европы и масштабное развитие железных дорог привели к мощному индустриальному развитию Соединенных Штатов. В конце XIX века и экономика в целом, и заработная плата росли самыми быстрыми темпами в истории страны. Я путешествовал по Америке месяцев 5 или 6, уже точно не помню. Посетил множество городов, и больших, и маленьких.
и старался везде заводить знакомства. Я делал наброски и проектировал, обдумывал предстоящий проект до мелочей. Объехав Америку от юга на север и от востока на запад, я получил более общее понимание о стране, чем есть у многих американцев. В путешествии я заручился поддержкой в реализации памятника своих новых знакомых. В основном это были политические и культурные деятели. Моя идея даже была представлена президенту Гранту, который одобрил проект. Меня заверили, что когда мы начнем строить статую во Франции, Америка нас обязательно поддержит. И уже осенью 1971 года, завершив удивительное приключение, я отправился домой в Париж. После моего возвращения господин Лабуле созвал друзей к себе домой. Я рассказал о результатах своей миссии, о впечатлениях, с которыми столкнулся в Америке, о людях, готовых помочь и поддержать нашу идею. Также я представил план статуи, показал эскизы и чертежи. От меня ждали идею, которая зажжет огонь на 2 континентах. И я ее нашел. Лабуле в тот же вечер объявил о необходимости создания соглашения с Соединенными Штатами для совместной работы над монументом. И некоторое время спустя был организован Франко-Американский союз. К нему присоединялись художники, общественные деятели, торговые палаты, областные и муниципальные советы. Господин Фредерик, а в чем, собственно, заключалась основная задача так называемого союза? Не буду вдаваться в детальное описание всего, ограничимся основными моментами. Во-первых, он был создан для продвижения нашей идеи. Во-вторых, для четкого разделения предстоящей работы. То есть каждая страна отвечала за свою часть проекта. Франция строила статую, а Америка возводила постамент на острове Бэдлоу. И в-третьих, конечно же, сбор средств для реализации столь грандиозной идеи. План Франко-Американского союза не был представлен общественности до конца 1874 года. В это время по всей Франции распространялись подписные листы, подготовленные господином Лабуле. Они содержали следующее заявление. Америка скоро отметит столетие своей независимости. Для Соединенных Штатов эта дата напоминает о борьбе за свободу и о создании великого государства. Для Франции – одну из самых почетных страниц в ее истории. Предлагается установить в качестве памятника славному юбилею исключительный монумент. Таким образом, мы подтверждаем существование неугасимой дружбы, которая отпечаталась между 2 народами, а также кровь, пролитую нашими дедами. Это договор дружбы, который должен быть подписан всеми сердцами, чувствующими любовь к своей стране. Обращение вызвало значительный отклик. Начало работы было отмечено банкетом 6 ноября 1975 года в отеле «Лувр». Искусство, литература, пресса, политика, армия – все прислали туда выдающихся представителей как из Америки, так и из Франции. Успех работы был обеспечен. Для сбора необходимых средств во время банкета также проводились аукционы и выставки. Франко-Американский союз запустил национальную кампанию по сбору средств для статуи свободы. И деньги начали поступать из всех уголков Франции. Начало было положено в Париже, жители которого пожертвовали 2000 франков. После чего 181 город принял участие в акции, а с ними еще и 40 областных советов. Также проходила всенародная лотерея, которая разыгрывала около 500 призов. На нее продали более 300 тысяч билетов. В общей сложности во Франции за все время собрано около 1 миллиона франков. Все эти деньги были добровольно пожертвованы народом. Французское правительство решило не спонсировать постройку статуи для Соединенных Штатов и не вложило ни франка. Быстрый сбор средств позволил Бартольди начать работу над статуей. Он отказался брать для себя деньги, поэтому вся сумма ушла на материалы, зарплаты рабочим, аренду и покупку необходимого оборудования. Вдохновившись примером Франко-Американского союза, мы запускаем кампанию для развития нашего канала на платформе Boosty. Ваш вклад поможет производить более качественный контент,
улучшить оборудование и расширить возможности для создания новых видео. Ссылка в описании. Получив финансирование из сторонников для строительства статуи, с чего вы начали? Еще с 1872 года в своей студии в Париже я создавал первые рабочие модели из глины. Подробно их прорабатывая и переделывая, искал нужную форму. Они были не больше 1,5 метра в высоту. Со временем я начал их передавать Франко-Американскому союзу, а они в свою очередь продавать, что позволило и мне внести вклад в финансирование статуи. Всего было 200 рабочих моделей, проданных французской аристократии за 1000 франков каждая. К 1874 году я нашел тот вариант образа и формы, которые меня устраивали. Точнее, которые были идеальными. Образ передавал чувства и характер, дополняющие мою идею. Уже долгие годы историки и ученые пытаются определить, чей прообраз был использован в статуе свободы. Существует несколько уверенных теорий, с которыми можно согласиться. И первая из них. Бартольди использовал лицо своей матери. Он хотел запечатлеть на века ее черты в скульптуре, столь значимой для него. Для тела Леди Свободы, чтобы добавить в образ жизни и свежести, он предпочел молодую женщину, в которую был влюблен. Еще одной теорией является использование черт не живых людей, а символов наций. В то время было два сильных образа, которые могли вдохновить скульптора. Это женщина, изображенная на картине французского художника «Свобода, ведущая народ», и олицетворение Соединенных Штатов Америки в образе Колумбии, веселой девушки в звездно-полосатом платье. И последней из распространенных теорий является образ древнегреческой богини Гекаты. В сохранившихся изображениях и скульптурах можно обнаружить схожие элементы, такие как корона с шипами на голове, похожая туника и факел с огнем. Хоть схожести нельзя отрицать, маловероятно, что Бартольди использовал именно этот образ. Богиня Геката, в отличие от символов американской и французской революции, была отрицательным персонажем. Это божество смерти, некромантии и ведьм. Чье лицо было прообразом статуи свободы, скульптор умолчал. Поэтому нам остается только гадать. Истину, скорее всего, мы уже никогда не узнаем. После того, как я создал финальный вариант статуи, предстояло определиться с материалом и конструкцией, найти талантливых инженеров и понять, как вообще можно реализовать этот проект. Выбор материала играл очень важную роль. До этого практически все мои скульптуры были выполнены из камня, но применять этот материал в данном случае опрометчиво, так как статуя была бы слишком тяжелой, что затрудняет ее транспортировку через Атлантический океан. Еще одним материалом, который я рассматривал, была бронза. Однако она также слишком тяжелая и крайне дорогая. Наш бюджет просто не позволил бы создать бронзовую статую большого размера. У меня оставался еще один вариант, который я запомнил еще при изучении колоссальной скульптуры. Это медь. Используя этот материал в технике репуссе, можно создать достаточно легкий для транспортировки и не сильно дорогостоящий монумент. А также его можно будет разделить на части, что облегчит работу на всех этапах. Важно помнить особенности места, где будет установлена статуя. Соленый морской воздух и солнце, ускоряющие процесс коррозии, могли стать сильной проблемой при использовании другого материала. Медь имеет свойство окисляться, в результате чего образуется защитный слой патины, которая сохранит металл в будущем. Медь изначально имеет рыжий цвет, даже, я бы сказал, немного красноватый, но покрывшись патиной, она получает благородный зеленый голубой оттенок. Следующая задача – определиться с конструкцией. Было необходимо добиться того, чтобы статуя не падала при порывистом ветре. Для этого я нанял французского архитектора Виолlet-le-Duc. Он предложил заполнить скульптуру до середины песком.
тем самым разместив внизу центр тяжести, что не позволило бы опрокинуть конструкцию. Внутри верхней части статуи был бы металлический каркас. При этом подходе медная оболочка выполняла бы роль элемента опоры, а складки на одежде служили бы ребрами жесткости. Я прислушивался к этому человеку. Он был для меня учителем по архитектуре. Однако тот подход, который он предложил, я считал устаревшим. Поэтому мне пришлось искать свежий взгляд для решения данной задачи. Я обратился за помощью к своему другу Гюставу Эйфелю, который возводил гениальные мосты по всей Франции и знал толк в железных конструкциях. Он не боролся с силами природы, а умело использовал их в своих интересах. Вместе нам удалось решить, как реализовать техническую часть проекта. Мы продумали все подетально и создали чертежи. Внешний вид монумента немного изменился. Я изначально планировал, что рука с факелом будет вытянута вперед, но Гюстав убедил меня, что рука должна быть строго вертикальной. Я не мог не согласиться с мастером, знающим свое дело. После нескольких месяцев работы мы были готовы начать строительство. Сейчас будет немного технической части. Представьте, перед вами стоит задача построить скульптуру неведомых размеров, которую до этого никто даже не пробовал осуществить. С современным оборудованием это сделать не так сложно. Например, даже статуя Единства в Индии высотой 182 метра построена в 2018 году. А в 19 веке мастерам пришлось использовать все инженерные возможности и уловки, доступные в то время. Усилия, вложенные в строительство, были такими же колоссальными, как и сама статуя. Закончив подготовительные этапы работ, Бартольди приступил к увеличению 1,5-метровой модели. С этим ему помогали другие мастера. Для того, чтобы детально масштабировать форму, было создано еще 2 промежуточные копии из гипса. Первая около 3 метров высотой, и вторая, увеличенная еще в 4 раза, была чуть больше 11 метров. Все процессы проводили в специально построенной мастерской. В ней находились одна большая и одна маленькая платформа, окруженная рамами, в которых были натянуты проволоки с равным расстоянием между друг другом, образуя своеобразную сетку. С помощью таких рам рабочие могли производить точные измерения скульптуры и масштабировать ее. 11-метровую модель разделили на большое количество секций, чтобы каждую отдельно увеличить еще в 4 раза. Для этого на маленькую платформу размещали элемент, с которого рабочие снимали размеры в 3 проекциях. От каждого пересечения проволоки проводился перпендикуляр к фрагменту статуи. Для одной секции было необходимо произвести около 9000 измерений. В то время на большой платформе строили каркас с помощью деревянных балок и обрешетки, поверх которого наносился гипс, точно сверяясь со всеми размерами и доводя форму до идеала. Так как после этого финального увеличения изменения уже были невозможны. Теперь скульптор стремился только к очень большой точности и к тщательной проработке поверхностей. После того, как секция воспроизведена в истинном размере, мастера приступили к технике репусе. Для этого возле гипсового фрагмента, приставляя доски и подгоняя их по форме, создавали шаблон. Он был необходим для придания нужного очертания медной пластине. Сначала листы меди подготавливали, нагревали и опускали в воду. Это позволяло сделать металл более мягким и удобным в обработке. Далее лист размещали на деревянном шаблоне и с помощью дубовых киянок придавали необходимую форму. Пластина доводилась до конечного состояния маленькими молотками и трамбовками. После этого медь укрепляли изнутри железными лентами, которые специально ковались по форме пластины. Такие же ленты использовались для соединения медных секций между собой. Каркас был разработан и выполнен Гюставом Эйфелем. Ядро этой железной конструкции образовано своеобразным пилоном, имеющим 4 точки крепления на глубине 8 метров каменной кладки фундамента. В центре пилона устанавливалась винтовая лестница, связывающая ноги и голову. Вокруг ядра создавался внешний каркас,
которому крепились медные листы. Также внутреннюю конструкцию возможно поддерживать в хорошем состоянии, так как ко всем элементам есть доступ изнутри. Эйфель встроил в конструкцию статуи громоотводы, а все места, где могли находиться люди, обезопасил материалами, не проводящими электричество. Огромным преимуществом такого каркаса была адаптация к погодным условиям. При сильном ветре скелет скульптуры, воспринимая движение медных листов, подстраивался под ветер, а не пытался ему противостоять. Именно поэтому колосс немного качается. При ветре около 100 метров в секунду факел отклоняется почти на 13 сантиметров от своего обычного положения. Более того, конструкция, разработанная Эйфелем, была чрезвычайно легкой и компактной, а статуя оставалась полой. Мы планировали закончить весь монумент до столетия независимости США. Но так как работы начались поздно, было решено отправить в Америку только часть руки, с факелом. Это был первый завершенный в колоссальную величину элемент. Но даже его масштаб и проработка вызывали у людей восхищение. Мы дали понять американским партнерам, что настроены решительно, и первозданный символ свободы будет возведен в гавани Нью-Йорка. Весной 1876 года рука прибыла в Филадельфию для участия во Всемирной выставке, посвященной столетию независимости Соединенных Штатов. Участникам мероприятия была представлена возможность подняться по лестнице внутри скульптуры и выйти на балкон факела. Билет на этот аттракцион стоил $50. Собранные средства с этого экспоната пошли на строительство постамента. Затем руку отправили в Нью-Йорк и установили на пьедестал в сквере на Манхэттене, одном из самых красивых мест города. Она простояла там 6 лет, являясь хорошей рекламой будущего монумента. После завершения всех частей скульптуры ее вернули в Париж для финальной сборки. Вместе с рукой в Нью-Йорк прибыл и сам Бартольди для участия в открытии еще одной своей работы – статуи Лафайета. Это был подарок от французского правительства, благодарность за поставки продовольствия в осажденный Париж, да и в целом за помощь и поддержку во время франко-прусской войны. Решительность французского народа построить статую свободы заинтересовала американскую общественность. И в скором времени было организовано собрание Франко-Американского союза, на котором составили обращение к правительству Соединенных Штатов с просьбой поддержать столь значимый проект. И уже 22 февраля 1877 года Конгресс США проголосовал за принятие подарка от Франции и отведение острова Бэдлоу для установки памятника, выразив самые лестные отзывы о работе и о французской нации. Вернувшись с Америки, я сразу же приступил к голове и плечам, чтобы успеть их закончить до Парижской всемирной выставки 1878-го. Это было крупное событие, в котором участвовало около 36 стран. Очень важно, что о нашем проекте узнали, и слухи о огромной скульптуре растеклись по всему миру. Как и в Америке, участники мероприятия, покупая билет, могли исследовать голову изнутри. Я нанял профессиональных фотографов, чтобы документировать художественное и инженерное мастерство своей команды, а также повысить осведомленность о проекте и собрать деньги на продолжение строительства. Работа над фрагментами статуи велась очень быстро. Осенью 81-го мы были готовы к сборке. Уже установили каркас и временный постамент. Даже был приглашен министр Соединенных Штатов, чтобы забить первую заклепку в первый медный лист на каркасе левой ноги. После этого велась непрерывная работа по установке медных пластин. Она занимала много времени, так как нельзя было задействовать большое количество людей для этого процесса. И чем выше устанавливались листы, тем медленнее все продвигалось. Снаружи на страховочных тросах подвешивался мастер, который забивал заклепки, в то время как другой рабочий держал их изнутри. Людям не запрещалось посещать нашу строительную площадку, чтобы увидеть вживую, на что собирались средства. Приблизительно 300 тысяч человек проявили интерес и побывали в мастерской.
Статуя была почти завершена к 1883 году. Но так как работа по строительству пьедестала на тот момент еще не начиналась, было решено на некоторое время оставить ее на обозрение в Париже. Злые языки из местных газет начали распространять слухи о том, что мой проект огромной скульптуры для Суэцкого канала в виде женщины с факелом, которую, увы, позже не реализовали, я посмел перепродать американцам под видом статуи свободы. Только правда в том, что не было проекта. Был только небольшой эскиз, который остался в дворце наместника Египта. Обычно я игнорировал эти глупые насмешки, но сейчас я думаю, что будет уместно обратить на них внимание. Статуя была почти завершена к 1883 году. Но так как работа по строительству пьедестала на тот момент еще не начиналась, было решено на некоторое время оставить ее на обозрение в Париже. Мы доказали самим себе и народу, что возможно без всякого правительства воплотить в жизнь такую грандиозную идею. Это международный проект, и государство в нем никак не поучаствовало? Все верно. И так оставалось до 1884 года. Наши друзья из США организовали ужин в честь окончания строительства статуи, на который были приглашены делегация от Совета министров Франции и члены Франко-Американского союза. Тут, конечно же, наши министры начали рассказывать, что правительство с большим интересом следило за процессом этой работы, которая была полностью завершена вне его влияния, а с помощью энергии частных лиц. И объявили, что пришло время присоединиться к этому предприятию. Колоссальная статуя свободы, подаренная американцам, будет доставлена в Нью-Йорк на государственном судне под официальным знаменем Франции. Также на ужине не забыли обсудить торжественную церемонию встречи нашего творения в Америке и ориентировочные даты его прибытия. Наша часть работы была завершена. Теперь настала очередь Америки взять на себя ведущую роль в этом совместном предприятии. Нужно было спланировать и финансировать пьедестал, место и установку. Пока французская сторона занималась строительством статуи, правительство Соединенных Штатов в 1882 году организовало специальный комитет для реализации постамента. Достаточно быстро был найден архитектор, способный выполнить предстоящую работу. Эту должность занял Ричард Моррис Хант. Также было необходимо найти финансирование, и с этим у американцев возникли проблемы. Правительство не хотело выделять из своего бюджета средства на возведение постамента, поэтому было решено пойти по пути Франции и привлечь деньги частных лиц. Конгресс своим решением о выделении форта Вуд и острова Бэдл для статуи свободы, а также обязательством поддерживать ее постоянно как доказательство дружелюбных отношений между двумя великими республиками, внес свой вклад, почти равный $1,5 миллиона в денежном эквиваленте, и полагается на чувство патриотизма и благодарности народа, чтобы собрать примерно 1/5 часть суммы на соответствующий фундамент и постамент для этого колоссального чуда мира. Предлагаем распространить во всех городах Соединенных Штатов серию подписных листов, просив общественную помощь. Цель американского комитета, чтобы о пьедестале сказали: он был установлен многими, а не несколькими. Необходимую сумму оценивали в $300 000. Стоит помнить, что мы не можем точно представить, сколько это современных денег. Но приблизительно $1 в 1890-е годы был равен сегодняшним $23. А значит, для строительства постамента было необходимо почти $7 миллионов современных долларов. Комитет принимал любые суммы пожертвований, как большие, так и маленькие, чтобы все классы граждан могли принять участие. Также к национальному сбору средств присоединились и торгово-промышленные палаты, ассоциации механиков, общественные клубы и другие организации. Больше половины необходимой суммы было собрано благодаря этой инициативе. Как только поступили первые средства, комитет нашел строительную компанию, готовую выполнить заказ
без получения прибыли. И осенью 1883 года начались работы на острове Бэдлоу. Для начала расчистили Форт Вуд, в котором оставались старые постройки, после чего было необходимо построить основу, которая удержит каркас статуи. В центре 11-конечной звезды создали трапециевидный фундамент высотой 15 метров из монолитного бетона. Уже поверх этого фундамента должен возводиться гранитный постамент. Однако собранные деньги подходили к концу, и летом 1984 года работа на острове была заморожена. Требовалось еще по оценке строительной компании $165 тысяч. Для решения этой задачи в Конгрессе США был представлен законопроект о выделении $100 тысяч на пьедестал. Но далеко не все поддержали инициативу и, проголосовав большинством, отклонили ее. Относительно этого проекта было сказано: Поскольку Нью-Йорк получит статую, пусть он и платит за нее. После этого законодательное собрание штата Нью-Йорк выдвинуло законопроект о выделении $50 тысяч государственных средств. Но губернатор города Нью-Йорк Гровер Кливленд отклонил его. Уже было очевидно, что эта ситуация может стать национальным позором. Члены Франко-Американского союза начали агитировать по всем штатам, что статуя – это подарок Франции всему американскому народу и принадлежит нации, а не только Нью-Йорку. Обеспокоенный медленным строительством пьедестала и недостаточным энтузиазмом американцев, Бартольди вернулся в Соединенные Штаты. Он заметил: мало людей знает о существовании статуи, а кто знал, сомневались, что ее действительно когда-либо перевезут и установят в США. Скульптор стал лично рекламировать монумент по всей стране. Вскоре несколько крупных городов вызвались установить у себя эту статую и частично профинансировать строительство. Открытый интерес других городов побудил Нью-Йорк организовать крупный аукцион, на котором было собрано около $12 тысяч. Однако это далеко не та сумма, которая была необходима. Тогда в дело вступил Джозеф Пулитцер. Именно в честь него назвали престижную премию за достижения в области литературы, журналистики, музыки и театра. Также его считают родоначальником жанра желтой прессы. После приобретения нью-йоркской газеты The World он запустил национальную кампанию по сбору средств для завершения Монумента Свободы. Для формирования интереса у читателей к сложившейся ситуации Пулитцер опубликовал несколько статей, критикующих правительство, а после открыл сбор средств. Не ждите, пока миллионеры дадут эти деньги. Это не подарок миллионеров Франции миллионерам Америки, а подарок всего народа Франции всему народу Америки. Он назвал эту инициативу как сбор вкладов народа, а не богатых. Пулитцер пообещал, что имена всех, кто пришлет деньги, будут опубликованы в газете, независимо от суммы пожертвований. И это сработало. Люди стали активно жертвовать средства и скупать газеты, чтобы увидеть в них свое имя. В итоге выигрыши остались все. Собрали большую сумму для завершения постамента, а популярность газеты и личности самого Пулитцера увеличилась. Только за первые полгода он собрал $101 тысячу. В сборе поучаствовало более 120 тысяч человек. Благодаря вкладу Пулитцера был достроен постамент, достойный великой фигуры, которая будет стоять на нем. Архитектор Ричард Моррис Хант проектировал его таким образом, чтобы все внимание было приковано именно к статуе, а пьедестал был ее дополнением. Выступающие элементы, балконы, лестницы – все это только подчеркивало простоту постамента, но в то же время заполняло его, чтобы предотвратить впечатление простой каменной пирамиды. Всего было 7 этажей и 3 большие обзорные площадки. Внутри были размещены лестницы и лифт, а на первых этажах создали галерею. В будущем там откроют музей. На самом острове Бэдлоу произвели уборку, срубили старые деревья, построили пирс, площадь и прогулочные дорожки. К 1885 году Соединенные Штаты практически выполнили свою часть проекта и были готовы принимать статую свободы. Напишите в комментариях, историю какого архитектурного сооружения вы хотели бы услышать в следующем видео.
1 января 1885 года мы начали работы по демонтажу. Жители Парижа настолько к ней привыкли, что уже считали статую своей. А когда узнали о том, что ее разбирают, то немедленно пошли с ней попрощаться. Это создавало толпы людей и некоторое время мешало работать. Демонтаж выполнялся с особой тщательностью. Все детали были помечены строго в соответствии с классификацией. Это делалось для того, чтобы при сборке не возникало проблем, и она прошла гладко. Разобранные секции сразу же упаковывались во избежание повреждений. Вся статуя вместе с каркасом поместилась в 214 деревянных ящиков, которые по завершению работ были погружены на 70 железнодорожных вагонов и отправлены в морской порт Руана. Там их ожидал трехмачтовый транспортный фрегат французского флота «Изер». Груз разместили в трюме буквально за пару дней. 21 мая того же года судно покинуло порт и отправилось через Атлантический океан к берегам Америки. Уже 19 июня состоялся официальный прием Изера и его драгоценного груза. Нью-Йорк был украшен французскими и американскими флагами. Они были везде. На фасадах зданий, на флагштоках, на магазинах, лавках и на тысячах мачт, встречающих в гавани статую. Военно-морской флот сопровождал фрегат до причала. К ним присоединились и местный яхт-клуб, и торговые суда, и множество небольших лодок. Под дымом и грохотом орудий прошел морской прием французского корабля. Изер был чрезвычайно живописным, со своими яркими белыми бортами, черными шлюпками с золотой отделкой и высокими мачтами, украшенными сотнями ярких флагов. Перед сборкой скульптуры ее части были вывезены на массовый парад по Манхэттену. По завершению всех торжественных мероприятий мы немедленно приступили к установке. И хоть заранее старались облегчить себе работу и пометили каждую деталь при демонтаже, сделали мы это неправильно. Проект превратился буквально в огромную головоломку. Каждый элемент должен занимать определенное место, а теперь по нашей классификации было непонятно, как его искать. Иногда нам приходилось одновременно поднимать на высоту 60 метров по 20-30 фрагментов. Так мы проверяли порядок установки и планировали, какой элемент будет закреплен следующим. Пока мы собирали огромную мозаику, компания American Electric предложила внести свой вклад и провести электричество в статую, а также в голове и факеле установить мощные лампы. Компания выполнила все работы абсолютно бесплатно. Когда работы подходили к концу, возникла еще одна проблема. Денег на проведение мероприятия в честь открытия скульптуры не было. К счастью, в Конгрессе был представлен очередной законопроект о выделении средств на финансирование торжества, который, к моему удивлению, был одобрен. 23 октября 1886 года последний медный элемент был установлен. Грандиозная работа была завершена. Статуя получила название «Свобода, озаряющая мир». Церемония официального открытия прошла 28 октября 1886 года. Километры цветных лент украшали в тот день Нью-Йорк. Французские и американские флаги вывешивались из окон, на крышах, подоконниках, веревках, перекинутых через улицы. Украшенные корабли заполонили гавань. Торжественное открытие началось с масштабного военного и гражданского парада по главным улицам города. В нем принимали участие войска США, Национальная гвардия, морская пехота и войска французского флота, находящегося в то время в порту, а также большое количество сотрудников французских и американских организаций, ассоциаций ветеранов, пожарных и другие граждане, желающие принять участие. Американцы, немцы, мексиканцы, евреи, кубинцы, русские, британцы, японцы, греки, итальянцы – все поддержали друг друга в шумном тосте за свободу.
женщина в гавани символизировала их мечту о равных возможностях. Всех, кроме самих женщин. Правозащитные группы были возмущены, что огромная статуя стоит в гавани в качестве символа свободы и равенства. Несмотря на то, что американские женщины в то время не могли голосовать, занимать политические должности и были лишены многих других прав. После завершения парада люди устремились на корабли, чтобы быстрее занять места, позволяющие посмотреть на торжество вблизи. Желающих попасть на церемонию было огромное множество, но из-за маленькой площади острова вместить всех не было возможности. Туда попали только высокопоставленные лица. Члены Франко-Американского союза заняли почетные места у пьедестала. Присутствовало много представителей из Франции, включая самого президента, а также губернаторы почти всех американских штатов вместе со своими помощниками. Церемонию открывал 22-й президент Соединенных Штатов Америки Гровер Кливленд. Именно он блокировал выделение средств на строительство постамента для статуи, еще будучи губернатором Нью-Йорка. Президент Гровер обратился к большой толпе зрителей у подножья скульптуры с пламенной речью, окончанием которой было открытие монумента. Я принимаю эту статую от народа Соединенных Штатов. Пусть она стоит как символ свободы и дружбы между нашими нациями на протяжении многих поколений. Народ Соединенных Штатов принимает с благодарностью от своих собратьев из Французской Республики великолепное и завершенное произведение искусства, которое мы здесь открываем. Этот знак привязанности и внимания со стороны народа Франции демонстрирует родство республик и дает нам уверенность в том, что в наших усилиях прославить перед всем человечеством превосходство правительства, основанного на воле народа. Господин Фредерик, какие чувства у вас возникают, наблюдая, как главное творение всей вашей жизни заняло свое место? Как создателя символа свободы, меня удостоили чести снять покрытие со статуи, чтобы народ впервые увидел ее во всей красе. Я дождался окончания речи президента Гровера, находясь внутри факела. Услышав фанфары, потянул за веревку, и покрывало упало с постамента. Спустя 21 год моя мечта воплотилась в жизнь. В этот момент разразился настоящий хаос. Все начали кричать и радоваться, корабли гудели своими свистками, пушки гремели, играли оркестры, салюты разрывали небо. Я вышел на балкон факела посмотреть на все это торжество с высоты птичьего полета. Десятки тысяч людей в радостном порыве аплодировали, глядя на мое творение. Это феноменальный успех. В 1886 году Бартольди посвятили в рыцаре и присвоили звание командующего почетного легиона. Причастность к рыцарскому ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. После завершения статуи свободы он не закончил деятельность скульптора и создал еще несколько удивительных работ. Одной из них был фонтан четырех рек в Лионе. Также Бартольди продолжал совершенствовать свои навыки в разных направлениях искусства, включая живопись и фотографию. В парижских салонах он часто открывал свои выставки. И так продолжалось вплоть до его смерти. 4 октября 1904 года в возрасте 70 лет скульптор скончался. Еще в молодости он мечтал создать сильный образ, незабываемую статую, которая сохранится во времени. И у него это получилось. Главное творение Бартольди уже на протяжении 1,5 веков является маяком, озаряющим мир. По мере того, как слава монумента росла, эмигранты начали относиться к статуе как к приветственному знаку, как к символу тепла, равенства и единства. Большинство скульптур прославляют знаменитых людей, религию или войны. А статуя свободы посвящена простой глубокой идее. Независимо от того, где мы находимся,
и с какими трудностями сталкиваемся, мы всегда можем надеяться на лучшее, мечтать о большем и жить свободно. Архитектура и история – это одно целое. Не забывайте об этом.